Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю невероятно аппетитное блюдо – пасту с обжаренными баклажанами. Это изысканное сочетание итальянской пасты, ароматных специй и нежных обжаренных баклажанов. Даже без мяса это блюдо очень сытное и вкусное. Рекомендую ее приготовить и попробовать. И для рецепта мне понадобится сразу ставлю кипятиться воду для того, чтобы отварить пасту. Подготовлю баклажаны, порежу их средними кубиками. Я использую довольно много баклажанов, так как у меня рецепт сегодня без мяса, и я хочу, чтобы паста получилась сытная. Фактически баклажаны будут заменять мясо. Баклажаны перекладываю в миску и немного солю. Перемешиваю, оставлю постоять примерно на 10 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу, и тогда они не будут впитывать в себя много масла. Подготовлю соус. В блендер я отправляю томаты в собственном соку. Целую баночку. Я использую вот такие томаты. Баночка 400 граммов. Добавляю несколько зубчиков чеснока и свежий базилик. Листики. И также добавляю сыр пармезан. Если у вас сейчас на данный момент нет пармезана, лучше тогда не использовать другой сыр. Хорошо все измельчаю. Баклажаны постояли и пустили сок. И сейчас я их немного отжимаю и перекладываю в сито. Перекладываю обратно в миску. Добавляю 3 столовые ложки растительного масла. Я использую оливковое рафинированное. Можно использовать любое. Перемешиваю и буду их обжаривать. Я включила разогреваться сковородку. Она у меня с толстым дном и с хорошим покрытием. Буду обжаривать баклажаны уже на сухой сковороде. Этого масла, которое я добавила в баклажаны, вполне достаточно. Готовлю на большом огне и периодически их перемешиваю. Фактически можно сказать, что баклажаны не жарятся, а пекутся. И таким образом обжариваю баклажаны примерно минут 10, чтобы они стали мягче и слегка подрумянились. Баклажаны уже готовы. Сейчас я добавляю примерно 1 чайную ложку сушеного чеснока, добавляю пол чайной ложки тимьяна и пол чайной ложки орегано. Перемешиваю и вливаю в сковородку соус. Огонь делаю тише, довожу соус до кипения и обязательно его надо попробовать на вкус, чтобы хватало соли и других специй. Добавляю соль, немного черного перца, пол чайной ложки сахара для баланса вкуса. Оставляю соус потомиться на маленьком огне минут 5. Вода у меня уже кипит, и я буду отваривать пасту. Сегодня для рецепта я использую пасту лингвини. Обязательно надо читать на упаковке, сколько готовится паста. У меня 6-7 минут. Поэтому я буду отваривать именно 6 минут. Мне надо, чтобы паста была аль денте, слегка твердая внутри. Воду солю и добавляю пасту. Обратите внимание, что паста лингвини отличается от спагетти тем, что они более плоские. Конечно, для этого блюда можно использовать и обычные спагетти, и какие-нибудь ракушки. Все, что вы хотите. Соус с баклажанами у меня уже готов. Он получается очень вкусный, ароматный и достаточно густой. Паста также уже готова. И я ее выкладываю в сковородку. Также можно немного добавить воды, в которой варилась паста. И теперь хорошо все перемешиваю. И все готово. Можно подавать к столу. Как это вкусно! Великолепный соус с баклажанами. Сверху пасту можно слегка присыпать натертым пармезаном. Вот такая красота получилась. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь им с друзьями в социальных сетях и подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.